Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать повязку очень интересным, красивым узором. Вязать будем из пряжи от интернет-магазина Атрика. Это у меня бархатный мохер. На повязочку нам хватит одного моточка, как на детскую, так и на взрослую. В данном видеоуроке я буду вязать повязку для своего ребенка на обхват головы 51. Но исходя из моих расчетов, я вам скажу, сколько надо набрать и на взрослую повязку на обхват головы, допустим, 57-58. Хотя, в принципе, вы тоже сами можете связать образец и рассчитать, сколько вам необходимо набрать петелек. Итак, интернет-магазин Атрико, пряжа бархатный мохер, состав пряжи 25% альпака, 30% мохер, 45% хлопок. Вес в 100 граммах, длина 195 метров. В описании оставлю ссылку на интернет-магазин, где можно купить эту пряжу. И еще у данной фирмы есть тоже свой YouTube-канал, где можно увидеть множество различных мастер-классов. Тоже, опять же, в описании оставлю ссылочку. Итак, нам понадобится один моток такой пряжи, 2 крючка. Один крючок у меня 4, это основной, и крючок номер 5, потому что я буду набирать изначально воздушные петли именно вот этим крючком. Но в принципе, если хотите, можно использовать и один крючок, просто набирать петельки посвободнее, так как мы изначально набираем длину нашего изделия. Итак, смотрите, я связала образец. Вот, смотрите, какой замечательный, красивый узор. И уже связав образец, я измерила, сколько мне необходимо набрать петелек. В данном образце у меня 16 столбиков. И я сильно не растягивала, потому что повязка будет, она тянуться немножко и в ширину. То есть просто вот этот свой образец я померила, что в 16 столбиках, да, у меня получается вот 11 сантиметров. И таким образом рассчитала, что на обхват головы, просто обычная математика, находим x, на обхват головы 51 сантиметр мне надо набрать 74 петли плюс 2 воздушные для подъема. Если же вы будете вязать, ну, в принципе, это по моему образцу. Если по моему образцу, например, на обхват головы 57-58 сантиметров, да, необходимо будет набрать 84 петли воздушные плюс 2 петли подъема. Вот такой вот красивый будет узор. Он немножко такой воздушный, но за счет того, что пряжа у нас все-таки немного тепленькая такая, повязочка, я думаю, будет очень теплая и комфортная. Итак, приступаем. Итак, мы оставляем хвостик. Хвостик у меня 150 сантиметров. Так как мы набираем эластичным способом петли, так как мы нашу повязку мы сначала набираем длину, чтобы край изделия не стягивался, а был эластичным. Поэтому мы берем и крючок побольше, берем 5. Но вы можете взять и 4, просто вязать петельки посвободнее. Смотрите, вот так вот набрасываем нить, внизу хвостик, сверху вот это у меня основная нить. Заводим крючок, вытягиваем, вытянули первую петлю и формируем. Смотрите, вот это у нас хвостик, набрасываем наш хвостик и провязываем наши воздушные петельки. Вот таким образом. Это эластичный способ набора петель. 3. Подробнее у меня есть видео, если хотите, я вам оставлю ссылку. Подробно, как таким способом набирать и в чем преимущество. Даже при вязании сумочек я иногда набираю донышко, когда вяжу таким способом, чтобы не было дырочек. Так, набрасываем хвостик и провязываем. Если вам тяжело набирать таким способом, набирайте просто воздушные петли, так тоже можно.
Просто опять же возьмите либо крючок побольше, либо просто делайте петельки более вытянутыми. Таким образом мы должны набрать 74 воздушные петли. Вот такие эластичные. Набираем. Итак, я набрала 74 воздушные петли эластичным способом. Да, вот такой хвостик еще остался. Я оставляла хвостик 150 сантиметров. Вполне достаточно, то есть можно оставить даже немножко меньше. Мы сейчас его обрежем в процессе. Итак, далее, в принципе, мы переходим на другой крючок, на четверку, и набираем еще 2 воздушные петли просто обычным способом. Все, 74 петли эластичным способом и 2 воздушные петли. Набрана у нас длина повязки, вяжем мы ширину. Итак, смотрите, какой у нас будет воздушный красивый узор. Делаем накид. Вот эти 2 воздушные петли пропускаем и заходим в первую нашу петельку. Смотрите, какие у нас петельки, да, и как мы их будем вязать. Вот, набрана какая у нас цепочка. Вот таким вот образом заходим под косичку, вытягиваем петлю и смотрите, как провязываем узоры. Вытянули петельку, провязали 1, провязали 2. Накид под следующую петлю. Вот так вот ее протянули. Воздушная петля, провязали. Накид. Снова смотрите, как мы протянули ее через наш накид. Провязали 1, провязали 2. Накид. Провязали 1, провязали 2. Снова идем под косичку. Смотрите, и набор вот этот эластичным способом, какая получается у нас с краю красивая косичка с обеих сторон. Так, вот идем, вытянули петлю, пропустили ее через накид, провязали и провязали еще раз. Вот такой совсем несложный узор, но получается очень таким воздушным и красивым. Хвостик, в принципе, можно уже обрезать. И далее вот эту цепочку мы заполняем. Всего у нас должно быть, так, учитывая вот эти наши 2 воздушные петли, да, 75 таких столбиков. То есть мы провязываем по нашей цепочке 74 и плюс 2 воздушные наши вот эти петли. Вяжите до конца ряда. Я покажу вам, как перейти на новый ряд и вязать далее. Итак, мы довязываем последние 2 петли нашим воздушным узором. Вот, провязываем последнюю петельку. Все, мы провязали первый ряд. Просчитайте, у вас должно быть 75 столбиков, если считать вот эти наши 2 воздушные петли. Да, вот смотрите, полотно не стягивается, потому что мы набирали петли эластичным способом. Смотрите, какая косичка красивая сбоку. Так, и теперь переходим на второй ряд. Смотрите, как я это делаю. Вы, в принципе можете обычным способом, как мы набираем первые петли, это набрав 3 воздушные петли. Я делаю вот так. Вытягиваю длинную петельку и захожу сразу же в первую петлю, провязываю вот так вот первый столбик. Ну, это для того, чтобы у меня все столбики как бы были похожие, одинаковые. Вы можете, как я вам говорю, набрать просто 3 воздушные петли. Еще раз покажу. Вытягиваем первый столбик, вот такой вот. Вытягиваем первую петлю. То есть мы закончили вязание, закончили последний столбик.
Все, ничего мы больше не набирали. Вытягиваем. Захватываем нить и провязываем. Вот такой вот первый столбик у нас. Все, далее мы с вами вяжем такой же узор, захватывая вот такую, вот захватывая полностью петлю, полностью косичку. Вытянули и точно так же вяжем, как я вам показывала в первом ряду. Накид. Все, вяжите далее второй ряд. Я еще раз покажу, как перейти на третий ряд. Итак, подошли к концу второго ряда, да, смотрите, провязываем предпоследнюю петлю и последнюю. Последняя у нас состояла из 2 воздушных петель. Просто захватываем вторую воздушную петельку. Это было начало нашего вязания, 2 воздушные петли, то есть вы ее не пропустите. И лучше всего, конечно, сосчитать. Количество столбиков должно быть 75, не забывайте. Далее мы снова переходим на третий ряд, и точно так же, как второй, я вяжу вот такие свои первые столбики, вытянули петлю и провязали. Вот первый столбик у меня получается, да. Вы же хотите, можете провязывать 3 воздушные петли. И так, и далее вяжем по узору. Провязывая наши столбики, полустолбики с накидом, скажем так, вытягиваем петельку, протянули ее через накид и провязали. Все, смотрите, какой получается у нас красивый воздушный узор. Очень красиво из этой пряжи. Посмотрите, какая прелесть. Вот. И теперь мы вяжем необходимую нам ширину, так как вот это наша длина нашей повязки, а ширину, какую вы хотите. Я покажу, когда мне будет уже достаточно ширины. Вы же вяжите, смотрите, регулируйте под себя. Поэтому вяжем далее так, как я вам показала. Не забывайте провязывать в конце последние столбики. Так, вот здесь у нас вот наш столбик будет вот этот. То есть мы провязываем раз. И вот наши столбики, смотрите. Вот, если вы набираете так, как я, вот, видите, вот наш последний столбик, чтобы его не пропустить. Вот предпоследний. И вот последний столбик. Он хорошо виден, он практически такой же, как и все наши косички. Вот, видите, вот последний наш столбик. И обязательно, если вы новичок, просчитайте, чтобы ничего не пропустить, и чтобы здесь вот наши края, они были ровненькими. Вяжем необходимую ширину нашей повязки. Итак, смотрите, я связала 10 рядов. Для ширины моей повязочки вполне достаточно. То есть у меня это получается вот, ну, 10 сантиметров. Если вы вяжете для взрослого, понятно, что можно делать пошире, связать 12-14 рядов. Лучше, конечно, количество четное, потому что сейчас мы будем верхушку формировать, и просто чтобы оно удобно складывалось. Вот сколько осталось пряжи. То есть из одного моточка у вас получится повязка для взрослого и для ребенка. Сколько набирать для взрослого, по моим подсчетам, я уже говорила в начале видео. Итак, сейчас обрезаем хвостик для сшивания, для того, чтобы сформировать верхушку, и берем вот такую пластиковую иголочку. Итак, смотрите, полотно у нас получилось двусторонним, то есть здесь без разницы, где делать лицо. Вот одна сторона, вот другая сторона, они абсолютно идентичны, что очень удобно. То есть вы повязочку вот таким вот образом складываете. Так, вот так сложили вдвое с одной стороны, сложили вдвое другую сторону. И вот таким вот образом соединяем.
Все, берем нашу иголочку. Смотрите, чтобы красиво, ровно у вас все было, ровно на половинку 2 детали. И я соединяю иголочкой. Можно вообще это сделать крючком. Просто соединили 2 детали. Итак, после соединения просто выворачиваем нашу повязку на лицевую сторону. И вот что у нас получается, какая красота, нежная, красивая. Смотрите, какой красивый узор, он вот такой вот слегка пружинит в одну и в другую сторону. Двусторонний, как я уже говорила. Повязка вяжется очень быстро, за один вечер легко связать такую повязочку, и причем с одного мотка сделать 2 повязки. Где найти интернет-магазин, где покупать эту пряжу, я укажу в описании, я уже об этом говорила. Итак, если полезен был мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока!